Глава 240. Муцин пробормотал: «Как такое возможно? Откуда так много?» Ему никогда не приходилось слышать, чтобы кто-то сломал проклятую конгу магическими силами. Хуачен поднял селяня на ноги со словами: «ГГ, попробуй сразиться с ним теперь». Весьма кстати Цзюнь-У налетел на принца с мечом. Тот неосознанно вскинул руку, чтобы отбить удар пальцами. Послышался звон металла, и Чжусинь едва не вылетел из рук противника. Мощь этого приема теперь не шла ни в какое сравнение с прежней. Селянь в легкой растерянности посмотрел на свои руки. Уже несколько сотен лет его не посещало подобное чувство, словно принц давным-давно позабыл, что это и есть он, настоящий. Неудержимый до неспособности контролировать собственную силу, каждым шагом сотрясающий земли и горы. Одним шагом преодолевающий тысячи ли, одним шагом взмывающий к небесам, селянь крепко сжал пальцы в кулак и нанес яростный удар прямо по лицу Цзюнь. С самого начала их битвы это лицо оставалось нетронутым, но на сей раз удар пришелся в цель, и из уголка губ Цзюнь-У наконец вытекла капля крови. Он стер ее большим пальцем и взглянул на свою окровавленную руку. В следующий миг он резким движением отбросил Чжусинь в сторону. Похоже, все-таки решил сойтись с селянем в рукопашном бою. Принц замахнулся снова, но в этот раз Цзюнь-У поймал летящий в него кулак и вывернул селяню руку, которая звонко хрустнула, изогнувшись под неестественным углом. Превозмогая боль, селянь быстрыми движениями вправил сустав на место, затем ударил ладонью, но Цзюнь-У отбил и эту атаку. Понимая, что преимущество пока не на его стороне, селянь ринулся подобрать Фансинь, который Цзюнь-У отшвырнул в сторону, но тот, разумеется, предвидел подобное и возник у него на пути. Вот только Цзюнь-У позабыл, что за его спиной остались Фэн Синь и Муцин. И хотя оба сделались полукалеками, все же попытались незаметно схватить меч, действуя при этом крайне осторожно, но у Цзюнь-У будто глаза росли на спине, он сделал выпад рукой назад, и мост под ногами Фэн Синя и Муцина рухнул. Двое вместе полетели в лавовую реку. В последний момент чья-то рука схватила Фэн Синя за сапог, а тот, в свою очередь, успел поймать за сапог Муцина. Задрав голову наверх, Фэн Синь заорал: «Твою мать!» «Да твою ж мать! Советник, почтеннейший, только ни в коем случае не отпускайте нас!» Именно советник и успел их поймать. «Стало быть, вам известно, что я в почтенном возрасте?» Выкрикнул он со вздувшимися на лбу венами. «Тогда скорее забирайтесь на мост». Мост обрушился от удара Цзюнь-У, но селянь успел задержать падение, просто-напросто подвесив рухнувший участок в воздухе. Принц хотел было поднять его наверх, но Цзюнь-У не дал ему на это времени. Сейчас трое оказались всего в паре тройки чжанов от кипящей лавы и отчетливо слышали бульканье раскаленных пузырей. Муцин, подвешенный ниже всех, еще и как назло оказался вниз головой, потому его охватил ужас. Одно неверное движение, и он помоет голову лавой. С лицом, красным от жара, Муцин закричал: «Скорее, поднимите меня!» Но спустя несколько мгновений, когда советник уже потянул их наверх, вновь раздался возглас Муцина: «Стойте! Не поднимайте меня!» Советник разъярился. «Да чего тебе, в конце концов, надо?» Фэн Синь вставил: «Ты серьезно?» «Хорошо, тогда я отпускаю». Муцин выругался: «Да чтоб тебя, твою мать, только попробуй отпустить. Вниз посмотри». Меч, все трое перевели взгляд в указанном направлении. Прямо под ними черный меч торчал из потока лавы, медленно погружаясь глубже. Это был Фансинь, в попытке незаметно схватить который они и оказались сброшены вниз. Муцин изо всех сил тянулся к мечу, словно мечтал сейчас лишь об одном — обернуться длиннорукой обезьяной. Но никак не мог достать до рукояти, поэтому выкрикнул: «Опустите меня чуть пониже, совсем немного не хватает». Вены на лбу советника вздулись еще сильнее, он пожаловался: «Вы двое молодых парней, а я груда старых костей, не перегибайте палку». Однако он все же позволил сапогу в своей руке чуть соскользнуть вниз, отчего лицо Муцина свесилось ближе к лаве, а волосы, убранные в длинный хвост, на конце занялись огнем. «Твою ж мать!» — заорал Фэн Синь, «тебе волосы подпалило. Сейчас сгорят без остатка».
К счастью, Му Цин наконец вытащил меч и, как сумасшедший охлопывая языки пламени с волос, запустил Фан Синь в полет вместе с брызгами лавы, бросив его в сторону принца. «Селянь, лови!» Принц протянул руку и поймал Фан Синь за рукоять. Тем временем силы советника подошли к концу. «Я больше не выдержу, поднимайтесь быстрее!» Вы оба, Фан Синь, видя, что советник уже трясется от напряжения, понял дело плохо и рывком швырнул Му Цина наверх с криком: «Сколько можно возиться?» Му Цин было разгневался на Фэн Синя за этот бросок, но тут из пламенного потока под ними, словно рыбешки из воды, выпрыгнули несколько десятков озлобленных духов, которые повисли на груди Фэн Синя, и если бы не защита божественного сияния, они бы прожгли его насквозь. Ранее Фэн Синь распугал их своими стрелами, и духи затаили на него злобу, поэтому до сего момента следовали за ним под лавой, чтобы выбрать момент и напасть. Советник, совершенно не готовый к столь внезапному увеличению веса в своих руках, полетел с моста, и теперь настал черед Му Цина схватить Мэй Няньцина за сапог. Фэн Синь оказался в весьма зависимом положении, он был ранен, до сих пор не выдернул несколько стрел из груди, и ему пришлось голыми руками отбиваться от озлобленных духов. При этом следовало помнить, что из-за слишком резких движений советник мог его не удержать. Духов внизу становилось все больше, они всем скопом повисли на Фэн Синя, словно решили сыграть с Му Цином и советником в перетягивание каната. Обе стороны прикладывали немалые усилия, и если так пойдет дальше, они вполне могут разорвать Фэн Синя пополам. Нельзя ли поскорее избавить меня от страданий? Взревел Фэн Синь. «Закрой рот!» Огрызнулся Му Цин, но тут заметил, что ноша сделалась легче, как будто озлобленные духи наконец отступили. Му Цин поспешил затянуть Фэн Синя и советника на мост. Фэн Синь, поднявшись, едва отдышался и еще не оправился от испуга, как снизу раздались яростные вопли духов. Посмотрев вниз, Му Цин и советник в голос воскликнули: «Фэн Синь, это твой сын!» И действительно, среди огненно-красных лавовых духов угадывалось бледное существо, которое перепрыгивало от одного духа к другому и в бешенстве впивалось в них зубами, стараясь разорвать. Но каждый призрак представлял собой по меньшей мере 2000-летнюю темную тварь, к тому же их набралась целая орава. Разве какой-то мелкий демон, которого и младенцем назвать нельзя, мог их напугать? Изначально маленькое тельце было белей кости, но теперь ожоги от пламени сочились кровью, на коже тут и там проступили красные пятна. Дух нерожденного издавал демонические завывания, но они вместо желания пожалеть его вызывали лишь ужас. И все-таки Фэн Синь взорвался и заорал, вне себя от ярости, совсем свою гнилую совесть потеряли. Толпой накинулись на ребенка. Цацо сюда не в состоянии справиться с таким количеством тварей. Дух нерожденного уже почувствовал опасность, а услышав, что кто-то за него заступился, пронзительно взвизгнул и запрыгнул на плечо Фэн Синя. Тот схватил лук, одним движением выдернул из собственной груди все стрелы и вихрем послал их в лавовую реку, подняв столб огненных брызг. Дух нерожденного так и запрыгал на его плече с криками злорадного восторга. Тем временем Селянь, заметив, что Му Цин, Фэн Синь и советник в безопасности, наконец успокоился на их счет и уже приготовился все внимание посвятить битве с Цзюнь, как вдруг ему сдавила грудь. Цзюнь обхватил его со спины, не давая шевельнуться, и заговорил: «Я же предупреждал. Думаешь, где ты научился всему, что умеешь? Все твои приемы я знаю как свои 5 пальцев, и если Селянь не выберется из этого захвата, он окажется просто раздавлен». Но Цзюню наверняка известны все способы высвобождения, которые могут прийти на ум принцу. До него вдруг донесся голос Хуачена: «ГГ, не бойся. У тебя точно есть прием, о котором он не знает, на который способен только ты, а он нет». В сознании принца сверкнул блеск осознания. У него есть такой прием, а ведь и правда, есть, и если нельзя высвободиться, то и не нужно высвобождаться. Селянь развернулся лицом к Цзюню и вместо того, чтобы вырваться из его рук, сам обхватил противника в ответ и по слову выдавил: «Этот прием ты точно не знаешь». Не отпуская Цзюню, принц вместе с ним врезался в несравнимо твердую каменную стену.
В этот удар он вложил всю свою мощь, и скала с грохотом обвалилась, а еще принц услышал, как что-то треснуло. Этот звук исходил от Цзюню. Его белый доспех разбился окончательно, одновременно с этим Цзюнь отпустил принца, яростно крича «Прочь! Пошли прочь!». Селянь поднял взгляд, и его окатило ужасом. В глаза бросилось то, что заставило Цзюнь прийти в такое бешенство. Лица. 3 лица снова вырвались на свободу, Селянь опять поднял меч и одним выпадом пронзил сердце Цзюнь, пригвоздив того к скале. Изо рта Цзюнь выплеснулась кровь. Принц влил в удар столько магических сил, сколько смог, и они мгновенно взорвались, когда клинок вошел в тело Цзюню. Никакая способность к исцелению больше не поможет ему восстановиться, гора рухнула. Цзюнь, которого пригвоздило мечом к этой скале, после обрушения остался лежать на земле. Но и сейчас он не собирался сдаваться. Схватив Фансинь за рукоять, Цзюнь как будто собрался что-то написать на клинке. Наверняка какое-то заклинание, его нужно остановить. Но только Селянь вскинул руку, к ним бросился советник с криком «Ваше Высочество!». «Довольно, прекратите!» Селянь застыл, не понимая, к кому обращается советник, кого просит прекратить. Цзюнь уже, откашлявшись кровью, гневно взревел. Пошел прочь, Мэйняньцин, упав рядом с ним на колени, повторил «Ваше Высочество, довольно!». «Правда, прекратите!». Нет никакого смысла продолжать сражаться. «Что ты понимаешь?» «Прочь, да, я не понимаю. За столько лет вы были и бессмертным божеством, и князем демонов, убили всех, кого хотели, заполучили все, к чему стремились, чего ради вы бьетесь. Что вам нужно, в конце концов? Что вы хотите доказать?» На короткий миг на лице Цзюнь промелькнула растерянность, но продлилась совсем недолго. Он схватил советника за горло и в гневе взревел: «Хватит меня поучать. У тебя нет такого права». Ни у кого нет, сейчас Цзюнь не доставало сил, и из его захвата не составило бы труда освободиться. Селянь вознамерился было вмешаться, но советник махнул ему рукой, делая знак не двигаться, и продолжил: «Ох, ваше высочество!». Цзюнь холодно взирал на него, все так же не разжимая пальцев. Несмотря на иссякающие силы, свернуть советнику шею ему по-прежнему не составило бы труда, но Мэйняньцин, даже находясь в столь опасном положении, позволял ему сжимать свое горло. «Я взял его высочество в ученики вовсе не для того, чтобы из него получились вы, не пошедшие по неверному пути, не для того, чтобы посрамить вас с его помощью. Он — это он, а вы — это вы. По сути своей вы изначально разные, у вас разные дороги, и это вполне нормально. Раньше я уже говорил вам об этом, и вы не поверили, ну а что же теперь?» Цзюнь молча не сводил с него глаз. Советник продолжал: «Я всего лишь по-настоящему тосковал по вашему высочеству, по прежнему государству Уюн, по всем нам. И по тем временам, когда мы еще не вознеслись, вот и все. Столько лет прошло», — добавил советник, — «ваше высочество, а я, лишь наблюдая за вами, чувствовал усталость. Неимоверную усталость. Ну а вы сами? Неужели нисколько не устали?» Цзюнь являлся первым богом войны 3 миров, его облик и поведение всегда должны были служить эталоном совершенства, без единого пятнышка. Но сейчас, когда божественный ореол исчез, Селянь обнаружил, что даже без 3 отметин поветрия ликов Цзюнь выглядел слишком бледным. Черты лица чрезмерно суровы, под глазами заметны темные круги, отчего лицо кажется невыразимо мрачным, а вся та мягкость, которая подчеркивалась божественным сиянием, исчезла без следа. И все же теперешний Цзюнь выглядел наконец живым. Пусть и болезненным. «Ваше Высочество», — произнес советник, — «вы потерпели поражение. Даруйте самому себе освобождение». Цзюнь в некотором замешательстве переспросил: «Я потерпел поражение». Чрезмерная мощь магической силы принца ударной волной пробила потолок грота, и сверху пролился прозрачный солнечный свет. С неба тонкими струйками закапал дождь. Цзюнь лежал на земле, Селянь стоял и взирал на него сверху вниз. К своему удивлению, принц увидел в его взгляде тень избавления от тяжкой ноши.
Ему невольно подумалось, наверное, в глубине души Цзюнь-У все время носил желание быть поверженным, чтобы кто-то прервал эту вереницу повторяющихся дней, полных безумия и раскола собственной личности. Внезапно Цзюнь-У задал вопрос, как называется тот прием. Селянь рукавом стер кровь с лица и ответил: разбивание камня на груди. Цзюнь-У застыл, словно о чем-то подумав, усмехнулся, вздохнул, закрыл глаза и проговорил: красиво. Больше он не проронил ни слова, но по его лицу все видели, насколько он измотан, больше скрывать это было невозможно. Селянь, наконец, убрал руку с рукояти фансиня. Не зная, что делать дальше, он невольно поискал глазами Хуачена. Тот оказался на том же месте, посреди единственного уцелевшего участка Небесного моста, где уже долго стоял и спокойно ждал принца, заведя руки за спину. Увидев, что Селянь обернулся, Хуачен с улыбкой поймал его взгляд. Советник, сидя возле неподвижного Цзюнь, сказал Селяню: «Ваше Высочество, ступайте». Но сам он вставать не собирался. «Наставник, вы не пойдете с нами», — советник покачал головой. «Я побуду с его высочеством, не волнуйтесь. Ведь когда-то я этого не сделал». Дождь усиливался, омывая лицо Цзюнь-У, его закрытые глаза, смывая кровь и жизнь, вытекающую из его раны. Селяню даже показалось, что 3 лица, омытые дождем, как будто сделались менее отчетливыми. Впрочем, возможно, ему только показалось. Постояв немного в молчании, Селянь снял со спины доули и уронил ее, прикрыв лицо Цзюнь-У. Канга на запястье Муцина разжалась сама по себе, и он пинком запустил ее в лаву, с трудом вернув себе привычное состояние холодного спокойствия. Дух нерожденного спрыгнул с плеча Фэн-Синя, на 4 конечностях подполз к лицу Цзюнь-У и осторожно потрогал, совершенно иначе, нежели ранее прыгал по лицу родного отца, чем разозлил Фэн-Синя до полусмерти. Селянь же, не обращая внимания больше ни на что, с разбитым лицом помчался прямо к Хуачену, словно обрел новую жизнь. По правде говоря, он действительно едва спасся от смерти. Врезавшись в Хуачена со всего размаху, он воскликнул: «Сань Лан!». Хуачен протянул к нему руки, отшатнулся на шаг, едва не сбитый принцем с ног, заключил его в объятия и, лучезарно улыбаясь, произнес: «ГГ, видишь, я же говорил, ты обязательно победишь». Затем приподнял его лицо, внимательно осмотрел и вздохнул: «Опять ты довел себя до такого состояния». Там, где пальцы Хуачена касались лица селяня, пролетала малюсенькая серебристая бабочка, и раны сразу затягивались. Селянь также лучезарно улыбнулся в ответ. В следующий раз подобного не повторится. Хуачен, приподняв брови, напустил на себя суровость: следующего раза не будет. Помолчав, Селянь без улыбки серьезно сказал: «Сань Лан, тогда, на горе Тунлу, я говорил, что расскажу тебе кое-что, когда мы выберемся. Помнишь?» Хуачен улыбнулся: «Разумеется, помню. Я помню все, что ты говорил, ГГ». Опустив голову, Селянь с трудом набрался смелости и, наконец, искренне начал: «То, о чем только что упомянул Цзюнь, тоже имеет отношение к этому. Честно говоря, я вообще-то давно должен был рассказать тебе, но никак не мог решиться, боялся, что ты узнаешь, боялся, что я узнаю, что ваше высочество едва не стал белым бедствием». «Верно», — Селянь оторопел. «Ты, Хуачен, больше не стоял перед принцем, опустился на одно колено и поднял на него взгляд, с улыбкой говоря: ну как? ГГ, теперь, вспоминаешь, как же не вспомнить, ведь тогда безымянный призрак точно так же преклонял перед ним колено, та белая маска и улыбающееся лицо Хуачена в этот миг слились воедино». Сердце Селяня дрогнуло, колени подкосились, и он просто сел перед Хуаченом, бормоча: «Сань Лан, это был ты?» Хуачен усмехнулся, продолжая стоять на одном колене и глядя на принца единственным глазом. «Ваше Высочество, я все время присматривал за тобой». Селянь только и смог выговорить: ты». Он наконец понял, что означали все те слова, которые Хуачен говорил ему как будто невзначай. Вот оно что. Принцу никогда не приходило в голову, что Умин и есть Хуачен, он все знал. Он все видел. Он всегда был рядом, тысячи чувств, десятки тысяч слов внезапной волной нахлынули на принца, затопив его сердце.
Трогательное волнение, стыд, душевная боль, безумная радость, а еще глубже восхищение и любовь, от которых нет спасения. От переполняющих эмоций грудь принца готова была взорваться, он не мог вымолвить и слова, только бросился к Хуачену, обнимая его с криком «Сань Лан!». Он, казалось, мог сказать теперь только это, и потому позвал вновь «Сань Лан». Хуачен от его броска не устоял и тоже сел, прижимая селяня к себе и громко смеясь. Страх и волнение как рукой сняло, селянь крепко обнял Хуачена за шею и так рассмеялся, что захотелось плакать. Но слезы не успели упасть из его глаз, принц вдруг заметил весьма скверную деталь. Хуачен был демоном, но его тело при этом ничем не отличалось от тела обычного человека. Вот только сейчас. Хуачен, которого обнимал принц, его яркие красные одеяния, сделались чуть прозрачными.